Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и сегодня я снимаю новую часть «Где найти?». Ох, давно я не снимала такие видео, и на самом деле за это время в Токе появилось довольно много новых локаций. И вообще меня очень часто спрашивали, где я нашла ту или иную вещь, и поэтому я решила снять новую часть спустя 6 месяцев. Так как Тока — это просто огромный мир с множеством маленьких вещей, в котором просто легко потеряться. Поэтому сегодня я хочу вам показать, где можно найти очень классные, милые вещички для вашего дома или для вашего персонажа, который вы 100% искали. Ну а если вам стало интересно, то скорее заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы и начинаем. И сначала я хочу вам показать прикольную вещь на свалке. Здесь в цветочках можно найти вот такую вертелку, которая крутится, когда на нее дует ветер. Мне кажется, это такая довольно миленькая и прикольная вещичка, которую вы можете забрать себе. Меня очень часто спрашивают, как я поставила скамейку в лифт своего дома. Ведь обычную скамейку с креатора сюда поставить нельзя. Так вот, на самом деле это специальная скамейка, которая находится в киностудии на 2-м этаже. Она стоит вот на этих полках. Ее можно просто взять в руки, принести домой и поставить в лифт, ведь туда она свободно вмещается. Теперь отправляемся в локацию Воксвелла. Здесь стоят огромные ящики, и в одном из них можно найти две очень классные гитары. Одну синюю, другую розовую с цветочками. А если мы пойдем на 1-й этаж вокзала, то сможем найти футляр для нашей гитары с наклейками. Правда, сама гитара в него как-то очень странно кладется, ну ладно, что есть, то есть. Теперь нам нужно пойти в стоматологию, ведь здесь можно найти апельсиновую зубную пасту. Мне кажется, это очень необычно, потому что нигде больше в Токе нет пасты с каким-нибудь вкусом. А сейчас я вам покажу, где можно найти очень красивые блокнотики. Отправляемся на 1-й этаж старшей школы, и вот в этих шкафчиках можно найти 2 красивых блокнота. Они очень классные, я даже забрала их к себе домой. Заходим в молл на 2-й этаж. Многие не замечают, но на самом деле здесь есть очень красивый стульчик в виде грибочка, который можно забрать себе домой. Лично мне он очень нравится. Дальше нам нужно в локацию джунгли. Многие не знают, но в этой локации есть дерево, с которого можно снять цветочек и одеть его на голову нашему персонажу. Получается очень красивый аксессуар, который нельзя найти в креаторе. Еще такой цветочек можно найти на вокзале. Возле цветочного ларька стоит дедушка, у которого тоже есть цветочек на голове. Мы можем его забрать и одеть нашему персонажу. И, кстати, посмотрите, какие красивые бабл-ти продаются на вокзале. Вкуснятина. А еще вкуснятину можно найти на этой локации. Во-первых, посмотрите, какие классные бананы в шоколаде здесь продаются, которые многие не знают, где найти. Но это еще не все. Кроме этого, здесь также находится сладкая вата, единственная во всей Токе. Заходим на почту. Здесь можно найти вот такую коробочку, в которой находятся роллеры для лица и гуаша. Очень многие меня спрашивали, где я нашла эти вещи из своей ванны. Так вот, теперь вы знаете. Они нужны, чтобы делать массаж лица. Также меня часто спрашивали, где я нашла вот эту лошадку, которая стоит у меня на полочке. Сейчас вам покажу. Ее я нашла в креаторе в разделе «Другое». Вот в этой коробке для лошадей. Здесь можно найти также вот такие вот игрушки в виде овощей. Ну и, конечно, саму лошадку. Вообще, это гребешок, чтобы расчесывать гриву лошадей, но я поставила ее на полочку как фигурку. Отправляемся в локацию фестиваля овощей. Здесь на столе можно забрать вот такой милый цветочек. Мне кажется, его мало кто замечает, так что я думаю, вы можете забрать его к себе домой. А еще здесь за сеном находится метла, на которой можно действительно вот так летать. Теперь я вам покажу, где можно найти необычную аптечку. Она находится на ферме. Мне кажется, она классная, так что вы можете забрать ее к себе домой и хранить там свои лекарства. А вот в этом фермерском магазине можно найти очень эстетичные тарелочки. В них можно хранить свою еду, фрукты или овощи. А еще меня постоянно спрашивают, где в Токе можно найти красивые телефоны. И вообще, где я нашла свой телефон. Так что сейчас я вам покажу. Заходим в старшую школу. Во-первых, здесь можно найти вот такой раскладной телефончик. Раньше его, кстати, можно было найти только на почте. В другой стороне находится кнопочный телефон. Ну, вдруг кто-то его захочет себе забрать. Здесь, кстати, можно даже поиграть в змейку. Также телефоны находятся на 3-м этаже у этих девочек. Смотрите, какие классные телефоны и какие у них заставки. Мне прям очень нравится. Ну и, конечно же, крутые телефоны находятся на почте. Во-первых, здесь можно найти мой телефончик и еще один раскладной телефон, только с другими заставками. Также хочу показать телефон в чехле единорога, который находится на 1-м этаже этой локации. Мне кажется, такой тоже многим может понравиться. Теперь идем в локацию «Зимний домик». Здесь находятся 2 очень красивые картины, которые мало кто использует. Первая картина с вот такими мишками, а вторая с собачкой. Далее я вам покажу, где находится овощечистка. Она в Токе всего одна, и ее можно найти в ресторане на 1-м этаже. Очень полезная вещь, так что обязательно заберите ее к себе домой. Так как вы у меня солнышки, я думаю, вам обязательно стоит показать, где можно найти кружки с солнышками. Их в Токе, кстати, 2. Первая кружка находится на 3-м этаже киностудии. Она будет стоять вот здесь, на ящике. Давайте ее заберем. А вторая кружка находится на 3-м этаже старшей школы. Ее можно найти в кабинете у директора. Ну посмотрите, какие миленькие кружечки. Они мне очень нравятся.
А еще на этом этаже можно найти салфетки в очень милой упаковке. Вот такую кружку с цветочками и красивую подушку в виде радуги, которая точно вам нужна в дом. Апельсиновую зубную пасту я вам уже показала, а теперь покажу, где можно найти зубные щетки в упаковках. И они находятся в отеле на 0-м этаже. Думаю, тоже довольно полезная вещь, если вы строите магазин или отправляетесь в путешествие. Идем на вокзал на 0-й этаж. Здесь в поезде можно найти прикольную игрушку собачки, а также два красивых чемодана. Один с наклейкой солнышко, а другой голубенький. Теперь нам нужно в локацию общежития. Тут есть розовое полотенце, которое можно брать в руки. Такого больше нигде найти нельзя, только здесь. Заходим в бесплатный магазин. Здесь можно найти вот такую вот аптечку и укол. Но кроме этого, здесь также за кубиками спрятан градусник. Как бы это странно ни звучало, но в Токе нет градусника. Есть только вот такой игрушечный. Но зато теперь, чтобы измерить персонажу температуру, вы можете не брать маркер, а взять вот этот вот градусник. Также я хочу вам показать, где я нашла карточки с летучими мышами из своего дома. Чтобы их найти, нам нужно достать настольную игру с летучими мышами. Здесь, кроме вот такого поля, будет также упаковка с карточками, которые, собственно, и стоят у меня дома на полочке. Здесь, кстати, внутри очень красивые карточки, так что вы можете использовать их отдельно. Ну и давайте я вам тогда сразу покажу, где найти остальные карты, потому что мне их тоже многие спрашивали. В креаторе также находятся вот такие красно-черные карты, и они уже довольно большие. У меня, например, вот такая вот карточка с сердечком просто стояла на столе, и многие спрашивали, где я ее нашла. И еще одни карты находятся в страшном доме на 1-м этаже. Вот на этом стеллаже они стоят в самом низу. Здесь тоже очень красивые карточки. Ну что ж, солнышко, на этом все. Большое спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, что это видео вам помогло и вы нашли те вещи, которые искали. А если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и написать приятный комментарий. А также не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр, всех люблю и всем пока-пока!